Всем привет, с вами Элис Юрик. И я рада представить свою финальную работу на конкурс Next Face Awards Russia «Страна чудес после наступления полнолуния» или «Темноты». Я ожидала любой другой финальной темы, но не этой точно. Я сразу поняла, что моим источником вдохновения станет игра American McGee Alice, как бы банально это не было с моей стороны. Не буду углубляться в то, насколько значима для меня эта игра, история и ее атмосфера. Для себя я решила, что будет намного лучше, если я вложу свою идею и фантазию в эту тему. Только один лишь единственный образ, который вы сейчас видите, я постаралась максимально сделать похожим на оригинал. Такая вот отсылка от меня к данной игре. Второй образ – бюст Алисы или шахматная фигурка. Такие скульптуры я замечала в игре, но только фигуры других героев. Тут же я решила сделать Алису. По правде говоря, я хотела передать эффект стекла или красного хрусталя. Не знаю, вышло это у меня или нет, но мне было очень интересно рисовать подобное. Моя цель – раскрыть данный образ как одну из сторон Алисы, но я не задумывалась о том, какая она – мрачная или светлая. И символ Меркурия олицетворяет двойственность Алисы, так как Меркурий управляет знаком зодиака Близнецы. Но в самой игре довольно часто мелькают символы планет, которые раньше мне были непонятны. Символизм играет важную часть в атмосфере игры. Я думаю, в них есть своя эстетика. Третий образ – Червонная королева. Вот этот образ, пожалуй, самый сложный из всех. Однако я смогла по полной воспользоваться новинками от Nix, присланных в последней посылке. Мне всегда нравилась королева из первой части игры, поэтому она стала моим источником вдохновения в данном этапе. Здесь и в образе в целом я сочетаю розы и щупальца, как и в крафте, так и в макияже. Насчет крафта – да. Ребят, я все это сама сделала, не спрашивайте как. Туториал с процессом создания крафта со второго и финального этапа я размещу позже на Patreon. Весь процесс макияжа, работа над всеми тремя образами, меня заняла 24 часа, но это не считая их самих съемок. Да, устала, как и любой участник этого конкурса, дедлайн жесткий, а идей в голове много. По сюжету моей истории, королева и ее управление на страну чудес и есть само олицетворение темноты. Алиса же побеждает темную королеву, отрубив ей голову. Я получила огромное количество эмоций от самой атмосферы игры и совпадения финальной темы с моей историей из жизни. Она завязана на Алисе, а точнее на моем творчестве, когда она только-только начиналась. Судьба или нет? Но я была рада проделать такую сложную работу. А с вами была Элис Юрик. До новых встреч!